Привет всем, кто совершил удачный клик и присоединился к нам. Мы продолжаем наше расследование и сегодня разгадаем еще одну тайну Excel. Как правильно смог заметить наш скромный подписчик, речь пойдет о таких функциях, как сум, сум если и сум если много. Задачи с использованием данных функций встречаются довольно часто. И в этом случае существует три варианта развития событий. Хочу просто сложить, хочу сложить, но есть одно условие. И у меня много условий, но сложить нужно. Вот такой получается лист пожеланий, так что давайте скорее приступим к делу. Пойдем по нашей привычной схеме. 3 вопроса, 3 ответа. И для начала посмотрим на компоненты этих функций. С функцией сум все просто. Если необходимо сложить числовые значения без условий, то смело пользуйтесь данной функцией. Если же есть одно условие, то используем сум если. Начнем с первого вопроса «где?», то есть где именно Excel проверять данные. Следующий вопрос «что?», то есть что является условием для суммирования. Но исключительный вопрос «откуда?», то есть откуда берутся числа для суммирования при расчете данных. Если же условий много, то используем функцию сум если много. Хочу заметить, что вы также можете ее использовать при одном условии. Это уже ваш выбор. Итак, первый вопрос «откуда?», то есть откуда берутся числа для суммирования при расчете данных. Второй вопрос «где?», то есть где именно Excel проверять данные по первому критерию. И заключительный вопрос «что?», то есть что является первым критерием для суммирования. По такой же схеме прописываются следующие условия. С теорией разобрались, переходим к практике. Сейчас на примере одной таблицы мы вам покажем применение всех трех функций. Для начала найдем объем продаж каждой из категорий товаров. В этом нам поможет функция сум если. Итак, встаем в ячейку и начинаем прописывать функцию. Равно сум если. Диапазон. Поскольку искомое значение уборка и частота находится в столбце B, то выбираем его. Это и будет та область, где Excel будет искать искомое значение. Далее критерий. Это и есть искомое значение, в данном случае я его пропишу руками, затем покажу еще один способ. Уборка и частота. Диапазон суммирования. Продажа у нас находится в столбце F, выбираем его. Видим ответ. Такую же операцию проделаем с категорией посуда, где критерий пропишу не руками, а с помощью выбранной ячейки. Равно сум если. Диапазон, столбец B. Критерий. Выбираем ячейку посуда. Диапазон суммирования. Столбец F. Также видим ответ. Соответственно, для вычисления объема продаж для категории товара «Красота и здоровье» вы можете протянуть данную функцию, так как ссылка на ячейку посуда является относительной, и она будет изменяться при копировании в другую ячейку. Протягиваем. Видим ответ. Функция сум если сделала свое дело. Едем дальше. Теперь найдем общий объем продаж по всем трем категориям с помощью функции сум. Встаем в ячейку и начинаем прописывать функцию сум. Выбираем диапазон суммируемых ячеек. Также можно использовать горячие клавиши Alt плюс равно. Проверяем. Объем продаж в нашей таблице составил 12155. Верно. Функция сум тоже свое дело сделала. Выходим на финишную прямую. И для поиска количества посуды с ценой меньше 100 рублей используем функцию сум если много. Встаем в ячейку и начинаем прописывать функцию. Равно сум если много. Диапазон суммирования. Так как необходимо найти количество, то это будет столбец D. Диапазон условия. Так как посуда относится к категории товара, то выбираем столбец B. А условием будет искомая категория товара, в данном случае посуда. Вторым условием является цена.
Выбираем диапазон столбца Е. И прописываем условия. Не забываем про кавычки. Меньше 100. Кавычки закрываем. Проверяем. Делаем фильтр по категории товара. Посуда. И видим, что только 2 товара удовлетворяют выбранным условиям, а их общее количество составляет 20. Вот и все. Дело раскрыто. Мы очень надеемся, что данное видео было для вас полезным. Такие аббревиатуры, как сум, сум если и сум если много, стали для вас верным помощником, а не просто странным сочетанием букв. И для тех, кто хочет продолжить с нами наше расследование, предлагаем внимательно посмотреть на набор букв и фигур под лампой. Есть какие-то предположения о деле номер 3? Кто этот незнакомец? Делитесь своими версиями и предположениями, а также впечатлениями в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всегда ваш удачный клик!